Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить самую нежную и воздушную запеканку на кефире. Как вы понимаете, готовится она из самых обычных продуктов, которые точно есть у всех дома. Великолепная структура теста. Эта запеканка получается лучше любого чизкейка, даже хлопкового японского. Мне кажется, что она еще более воздушная, еще более легкая. Это очень вкусно. Лопается 1000 пузырьков. Такой структуры теста нет ни у одного чизкейка. Я вас уверяю, приготовите этот пирог хотя бы один раз и будете готовить его постоянно. На одном кусочке этого пирога просто невозможно остановиться. Для рецепта мне понадобится 400 граммов густого кефира, либо можно использовать густой йогурт типа греческого, 300 граммов жирной сметаны. Если вы хотите, можно сметану заменить таким же количеством кефира или йогурта, но я рекомендую использовать все же сметану. С ней запеканка получается более нежная, более вкусная. 125 граммов сахара. Сахар можно корректировать по вкусу. 4 крупных яйца. 70 граммов муки. 25 граммов кукурузного крахмала. Можно также использовать и картофельный крахмал. Щепотка соли. Буду добавлять экстракт ванили 1 чайную ложку и цедру 1 лимона. Сразу надо подготовить форму для запекания. Размер формы у меня 20 на 20 сантиметров. Я ее застелила пергаментной бумагой и нарастила бока до 10 сантиметров. Эта запеканка во время выпечки довольно высоко поднимается, а затем снова немного оседает. Разделю белки и желтки яиц. В отдельной миске смешаю кефир и сметану. Добавляю экстракт ванили и натру на терке цедру 1 лимона. Снимаю только верхнюю желтую часть. И просеиваю в массу муку и крахмал. Перемешиваю до однородности. В тесто не добавляем разрыхлитель. Пышность ему придадут именно взбитые белки. В белки добавляю соль и начинаю взбивать. Постепенно буду всыпать сахар и увеличивать скорость миксера. Взбиваем белки в крепкие устойчивые пики. И теперь сюда по одному добавляю желтки и хорошо перемешиваю. В несколько приемов соединяю обе массы. Сначала добавляю немного и перемешиваю. Добавляю еще часть. Перемешиваю аккуратно сверху вниз, чтобы сохранилась пышность. Посмотрите в итоге, какое получается тесто. Оно настолько нежное, пышное, воздушное. Переливаю тесто в форму для выпечки. Разравниваю. Зубочисткой сделаю такие небольшие круговые движения. Это нужно для того, чтобы, если образовались слишком большие пузыри воздуха, они лопнут. И обратите внимание на высоту сейчас теста. Во время выпечки тесто высоко поднимется, но затем оно опустится примерно до той же высоты, сколько сейчас и занимает оно в форме.
Пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 170 градусов духовку, примерно на 50-60 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Если вы увидите, что верх запеканки начинает слишком сильно подрумяниваться, прикройте его фольгой. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Пирог я достала из духовки. Посмотрите сейчас, какой он высокий получился. Он поднялся достаточно высоко, выше бортика формы. Проверяю готовность пирога. Он у меня уже готов. Но обратите внимание, серединка пирога должна быть такая слегка дрожащая. Вы видите, сам пирог получается такой очень нежный, воздушный. Оставляю запеканку остывать прямо в форме минут на 10-15. И теперь аккуратно достаю из формы. И оставляю полностью остывать. Запеканка получается настолько нежная, что обращаться с ней надо очень аккуратно. Я очень люблю эту запеканку. Она прекрасно подходит к завтраку. Только готовить ее надо с вечера, потому что вкусная она, когда холодная. Запеканка получается невероятно вкусная, такая воздушная. Ты ее ешь и вот ощущаешь, прямо во рту лопаются пузырьки воздуха, буквально как такое нежное суфле. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Это безумно вкусно. Желаю вам приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!